Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной. И как всегда на моем канале вы 100% услышите добрые и искренние слова поддержки. Добро пожаловать! Тема сегодняшнего расклада. Внезапный импульс. Кто прямо сейчас не может совладать с физической тягой к тебе? Тело никогда не лжет. Слышите этот ритм? Прямо сейчас чье-то сердце бьется быстрее только от одной мысли о вас. Это не платоническая любовь и даже не дружеский интерес. Это внезапный импульс, чисто физическая тяга, которая накрыла одного мужчину с головой прямо в эту минутку. Он, бедняга, пытается отвлечься, он берется за работу, но ваш образ стоит перед его глазами, вызывая дрожь, и не только. Кто этот человек, который прямо сейчас мечтает нарушить ваши границы? Давайте заглянем в его самые смелые фантазии. Так, сейчас сделаю вашу сигнификацию, девочки. Какая принцесса пришла на расклад? Какая вы? Что-то у вас тут глазки завязаны. Ух ты! Вы говорите, даже не догадываюсь, Ира, кто там так страстно мечтает со мной встретиться, даже в своих фантазиях, да? Ну тут нежность сейчас. Ох, бог ты мой, что у нас такие карты чудные. Сейчас объясню, почему я смеюсь. Первая карта — завязанные глазки. Вы говорите, даже не догадываюсь, может даже и не хочу догадываться. По факту, если это именно то, о ком я думаю, вы говорите, то нафиг надо. Извините, так мне прям идет. Вы мне пытаетесь сказать, мне нужно искренние, прозрачных взаимоотношений. Может быть, да, мне не хватает нежности, вот такой какой-то, может быть, поддержки, внимания. Это не сколько тут стресс. Ой, стресс, ну не стресс точно, не страсть, не какой-то там соблазн, не такое влечение, знаете, ну страсть, да? Вы говорите, не сколько это меня интересует тут карта нежность, искренность, вот в этом вы нуждаетесь. Тут мне как-то так показано. Почему вы уже четко понимаете, что скорее всего вот эти вот какие-то страсти неземные, они могут быстро заканчиваться. Мало того, вот как в кардиограмме может быть, тут страсть неземная, и тут же какую-то боль вам человек может принести там своим игнором, своим поступком. Ну вот как-то так. Вы тут мне показываете, ну, высшие силы вас показывают. Карта страхи, вы говорите, и павлины. Уже обожглась, уже пересекалась, уже была во взаимоотношениях, влюблялась в каких-то вот таких павлинов, самовлюбленных. Мужчины, которые сразу первое впечатление, да, классное производят, они все свои достоинства подчеркивают, делают на этом акцент. Они настолько могут вот эти перышки расправить, там уж не знаю, действительно могут быть ресурсными, действительно могут показывать себя такими, я красавчик, у меня все под контролем. Девчонки в них влюбляются, ими восхищаются, и для них это норма, восхищенные эти женские глазки. Но вот это вот оперение, это фасад. На самом деле, не приведи Господи, как говорю, увидеть павлина сзади, да, там очень неприглядная картинка. Это я о чем? О том, что у каждого из нас есть эти теневые стороны, эти какие-то, ну, может, не очень красивые истории из прошлого, да, но большинство людей не старается вот так вот этот фасад выстраивать и так выпячивать свои достоинства. А тут за счет вот этого фактора ты абсолютно можешь улетать, да, в нирвану и даже не подозревать о том, что этот мужчина может быть еще с какими-то недостатками реальными. И потом, когда они из него неизменно, как вам сказать, вылазят эти недостатки, как у любого из нас есть, тут такой диссонанс, тут такая разница, ты думаешь, бог ты мой, если бы я знала, что этот человек может так поступать,
если, что он такой, что может быть какие-то истории темные из прошлого, его взаимоотношения с какими-то женщинами, может у кого-то незаконченные, может быть какие-то поступки такие, у вас волосы могут на голове начать шевелиться, и вы говорите: блин, какая картинка была классная, как я могла на это все повестись. Ну, действительно ж было чем очароваться, но вот за счет вот этих каких-то непонятных историй, непонятных проявлений, вы понимаете, если бы я об этом все знала, я бы так не влюбилась. Более того, вы говорите, уже научена, повторюсь, этим же опытом, волк в овечьей шкуре, показывают одними себя, а потом совершенно другие какие-то проявления. Вампир, вы говорите, не хочу потребительства в эту свою жизнь, мне может быть и тяжело одной. Тут женщина уже красивая, но как замученная. Может быть, там режим сна, режим отдыха не соблюдаете. Может быть, на нескольких работах одновременно, там ответственность на вас, груз ответственности этот. Но вы говорите, лучше уж так, чем я буду постоянно в этих каких-то непонятных претензиях, страстях, недоговоренностях, кому-то что-то я должна постоянно по этой карте вампир, потребители, как будто бы тут вы сталкивались с тем, что от вас берут, 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 а в ответ, ну, в ответ вам хотя бы вот этой нежности, а вам этого не хватало, поддержки, любви. Ну, тут такое. Поэтому то, что мне показали, вы можете действительно посмотреть этот расклад, кто сейчас не может совладать с физической тягой, но вы четко понимаете, вам просто этого сексуального влечения со стороны мужчины вам недостаточно. Это так может быть, там, улыбнуться, потешить самолюбие, лишний раз посмотреть на себя со стороны, там, ну, как-то так, да. Для развлечения даже многие смотрят этот расклад. Потому, так как женщина уже осознанная, она уже столько прошла, уже столько раз разочаровывалась, столько раз уже, ну, опять-таки, строила планы, и опять в каких-то иллюзиях была, и снова вот эту повязочку с глазок снимали. А у многих эти, как это, розовые очечки разбивались стеклышками внутрь, очень болезненно. Так, такая сигнификация ваша. Подпишись на канал и поставь лайк. Смотрим, кто прямо сейчас не может совладать с физической тягой к тебе. Смотрим, кто же... Ой, я чуть не туда куда-то. Кто же этот прекрасный, замечательный мужчина? Его внешность, его статус в твоей жизни, адрес, да, фамилия. Кто этот мужчина? Внешность, статус твоей жизни. Кто? Что именно он сейчас представляет, думая о тебе? Какой сценарий близости? Ну, уже не знаю, эротическую колоду надо было брать. Ну, сейчас возьму, почему нет? А что, мы можем. В конце будет совет психолога, да? Как пережить этот расклад. Так. Что именно этот мужчина представляет, думая о тебе? Какой сценарий близости? 3 эротические карты выложила. Я думаю, хватит. Надо же как-то подготовиться к этому всему. Так, смотрим, насколько сильно он пытается подавить в себе этот импульс. Почему он боится обнаружить себя? Думает, не потяну я эту женщину. Она такая роскошная. Наверное, посижу еще в засаде пару лет. Так, ладно. Как его энергия влияет на твое состояние? И чувствуешь ли ты его на подсознательном уровне? А может быть... Ну, а может быть, вы и знаете, да? Уже на своей щеке слышите его прерывистое дыхание и думаете, к чему бы это? Так, ладно, давайте. Смотрим. Первое. Кто этот мужчина прекрасный? Внешность, статус твоей жизни. Человек из прошлого. Динозаврик, да, какой-то. Мужчина. Угу. Весь в ограничениях. Не свободен вполне возможно. Тут клетка какая-то у него. Он так себя ощущает. Причем он себя одиноким ощущает в этой клетке, в этих ограничениях. Так, бог ты мой.
Было, но нам такого, наверное, не надо. Тут карта безумия. Внешность, статус. Так, ладно. Карта групп. Безумие. Информация закрыта. Ну, тут шифруется, товарищ. Может, у него сейчас проблемы со здоровьем, я хочу сказать. Ну, тут у кого-то... Извините, ну что, пришло. Как я могу? Безумие. Карта гроб, безумие. У кого-то реально психические проблемы какие-то. Да. Знаете, как я вам хочу сказать? Мужчина сам по себе никакой. Мог вас, я просто перевернула, мог вас попытаться втянуть в какую-то паутину такую, да? Ему хотелось вас заполучить. Сейчас могут быть у вас разного рода трудности в общении, карта горы, непреодолимые препятствия. У кого-то это ваша несвобода, ну, замужем, его несвобода, он женат. Ладно, но при этом человек все равно по поводу вас какие-то тут, ну, планы, мечты, парусник. Все-таки думает, где-то когда-то пересечемся, может быть. Так, все-таки я уточню, это безумие. О чем это? Ладно, ну не буду же я говорить, что он безумен, да? Не приведи, Господи, нам таких. Но, может быть, человек раздумывал, с вами можно или нет там союз какой-то создать. В принципе, показано, он сам по себе одиночка, он уже давным-давно может быть разочарован тоже во взаимоотношениях. Карта гроб, время от времени, может, думал, а потом думал, да нет, это безумие, нет. И сам от себя гнал эти мысли. Но я уточню, безумие это о чем? Ну да, тут борьба с самим собой. И плюс стабильность девочки, карта якорь. У него материальная стабильность, может быть уже налаженная жизнь, какая-то зона комфорта. Поэтому, отчасти поэтому он говорил, это безумие, это все разрушить, шансы даже какие-то брать. Хотя мысли о вас накрывают, да. Ну тут уже борьба. Ну, сам с собой борется, со своими какими-то, не буду говорить любовь, но тягой к вам, да. Так, ну не знаю, что тут. Тут странное сочетание. В ограничениях, то есть это не свободен, и одиноким себя там чувствует. И опять не эта карта. Поэтому желание заполучить в паутину. Так, какой еще мужчина? Кроме того, что безумие и человек из прошлого, какой он еще? Страх жира? Да нет, не в этом дело. Карта расхода. Разрушение. Какое? Мужчина сам себе цену знает, вы ж по высшему я. При этом для вас он был таким каким-то необычным. Вот таких у вас еще не было. При этом мужчина мог вам голову заморочить, в иллюзии какие-то вас погружать. Но при этом по факту тут показано, смотрите, не готов. Карта расхода, не готов он. Вряд ли он тут был щедрым. Более того, он в принципе не готов особо вкладываться. Извините уж как-то, как есть, так есть. Расходы, карта замок сразу. Но сексуально вы привлекательны для него, карта змея. И не против он прискакать, там провести как-то здорово время. Но опять-таки в открытую не готов говорить об этом, о том, что он готов дать. Будет всячески от этого увиливать. Карта иллюзия и Орликин. Ох, мастерски может как-то, знаете, эти иллюзии создавать, возможность, вероятность у вас посеять того, что, вернее, посеять зерна того, что, вероятно, можно. Может быть, какие-то у вас взаимоотношения, перспективы возможны. Вот тут как-то так вот тут может, ну, человек вот так, двойственно как-то себя очень вести. Тут крыша может действительно от него поехать. Нельзя, тут карта безумия. Но может он реально сам рассматривал эти варианты. Можно, нельзя с вами. Рискну, не рискну. Тут что такое? Не зря, что тяга вот эта какая-то вышла к вам. Так. Тут мужчина из прошлого, который находится в огромных каких-то ограничениях. Сразу, как клетка. Одинок. Может, не свободен, но одинок. Так, что именно он сейчас представляет, думая о тебе? Какой сценарий близости? Вы же помните, эротический, будьте готовы сейчас, что он там представляет.
сразу, что он представляет, что он павлин. Я такой красавчик, она на меня смотрит с восхищением, у нее слюнки текут, она тут вокруг меня носится. Мгм. Думаете, какой сценарий близости? Кстати, высокая оценка вас. Он у вас высокого мнения и о вашей внешности, вообще о вашем интеллекте, о вас как женщине. Вы ценны для него, он прекрасно это понимает. Но тут какой-то нюанс. Я вам тоже хочу сказать. Смотрите, карта неустойчивое положение. При том, что он понимает, что вы достойно, интересно для многих мужчин, лакомый кусочек для него, но ему так бы хотелось, вот тут он представляет, что вы тут или в какую-то ситуацию такую попали, где вы в нем нуждаетесь, и только он вам может, вот так вот раскрыв перышки, предоставить какие-то то ли услуги, то ли помощь, то ли совет даже какой-то дать. Вот тут он вот ему так бы хотелось, вот она такая классная принцесса, тут принцесса, да, вы, карта принцесса, достойная, ни в ком ни в чем не нуждается, но она попала в какую-то тяжелую вот стечение обстоятельств, и вот она сама чуть ли не пришла, появилась, и я такой красавчик, и она на меня смотрит с восхищением. Тут что-то такое. Так, тут не свободный, опять кто-то, как выглядывает, девушка выглядывает из своей золотой типа а-ля клетки и наблюдает. Ну, смотрите, что он тут мечтает, думая о вас, какой сценарий близости. Вы тут объективно, как будто бы улетели от него. Он мог какие-то шансы заиграться и не взять с вами. Ну, профукать, да, давайте так скажем. И тут он на вас смотрел, и вы куда-то там улетали, может, с кем-то другим, ну, утрирую, на каком-то чартерном вертолете. Так вот, а вы тут, получается, из вот этих всех фантазий, как будто бы каким-то образом вернулись в его жизнь. И тут как карта двойка воды. Я вам хочу сказать, тут не просто страсть. Двойка воды — это любовь, это ревность его. Это его желание вас то ли спасти, ну тут такая карта стрёмная, смотрите, в Монаре. Мужчина обнимает эту женщину, но она, бедняга, руку протягивает. Это двойка воды. И она не может понять, то ли он ее спасает, то ли он ее сейчас притопит из ревности, дабы она никому другому не досталась. Вот, это о чем? Вот такой сценарий близости. Показать то, что он доминирует, то, что он важен, главный. Я тебя люблю, но эта любовь будет на моих условиях. Вот тут как-то так. Раз ты уже появилась в моем поле, огороде, да, ты для меня любимая женщина. Да, ты у меня сидишь в мозгах, в печенках и везде, где только можно. Но все равно я тебя заставлю играть по своим правилам. Вот так вот прям какой-то такой товарищ. Ох, хочется мне его полонником или, не знаю, чем-то еще огреть. Ладно. Так, девочки, во время расклада никто не пострадал, ни один мужчина. Так, насколько сильно он пытается подавить этот импульс и почему боится обнаружить себя? Ту-ту-ту. Так, ну у кого-то родовое дерево пытается, хотя устал уже, новости о вас собирает, как раз только какая-то новость о вас появляется, он уже устал эти новости о вас собирать, получать, причем у кого-то интересуется вашим семейным положением, статусом, родовое дерево, взаимоотношениями, может быть, с близкими, у кого-то, если это муж, то понятно. Да. Мужчина, ваш избранник дарит вам цветы, кадиллаки, да? Или просто там, я уже не знаю, на диване лежит, там что-то плюет в потолок. Ладно, я утрирую, но вы поняли, что-то ему тут интересно. Как ваш избранник ведет себя в взаимоотношениях с вами. Кого же вы там выбрали? У кого-то так. Так, насколько сильно, насколько сильно подавить он пытается. Тут периодически пытается, но новости о вас постоянно собирает. Устал уже от этих новостей. Карта сердца. Опять не выходит такое, как действительно он привязан к вам. Тут в сердце вы у него сидите, не просто в печенках. И зависть присматривает где-то, наблюдает, завидует, может, вашему избраннику или в принципе
потенциальным каким-то мужчинам, которые рядом с вами находятся или могут находиться. При этом в тени находится он, вот мне интересно, такой сталкер, пытается подавить, чтобы не обнаружить себя, да. А почему? Потому что. Почему боится обнаружить себя? В принципе, очень много скрывает. Как вот этот вот, видите, айсберг, вы можете видеть верхушку этого айсберга, а под низом там очень много может быть. Опять-таки, не свободен. Опять-таки, куча у него, кстати, может быть каких-то проблем. Ну, и, в принципе, не готов, да. Что он готов, это вот наблюдать за вами, собирать о вас информацию. Сейчас я спрошу, о чем этот айсберг. Почему боится обнаружить себя? Карта лед старается заморозить любые эмоции. Ну-ну. Старается-то он заморозить, но при этом где-то вас видит, не знаю, может сообщения о вас, какие-то фотографии. Он видит, какая вы привлекательная, ему опять хочется ключик к вам подобрать. Ведьма, она меня приворожила. Что-то в ней есть такое колдовское. Ну так по факту, что ты боишься обнаружить себя? Ну, у кого-то дороги разошлись, в принципе, да, уже точки над «и», может, расставлены. Почему? Давайте так, дабы я тут не придумывала ничего, почему бы боится обнаружить себя. У кого-то не готов, вот карта тут вот, протянутая рука и безденежье, ну вряд ли он тут без денег совсем, тут другое, тут не готов вам дать что-либо конкретное, а вас он уже считывает. Женщина, которая знает себе цену, высшее я. Тут она вся с короной на голове, в парче и вот эти в каком-то платье, в платьюшке, тут дорого-богато. Как будто он понимает, запросы у вас уже, может быть, с опытом, возросли, элементарно себе цену знаете, элементарно тут уже научены этим опытом. Поэтому тут и сидит и думает, а что я ей действительно могу дать. Это должно такое какое-то стечение обстоятельств сложиться, случиться, чтобы она же от меня ничего и не требовала особо. Особенно того, чего я не могу дать. Или не хочу даже давать. Вот тут так. Угу. Сердце оставлю тут, сердце. Действительно, много карт таких, которые выходят и показывают, что, ну, действительно вы ему очень интересно. Влечение не просто на сексуальном каком-то плане, да, хотя в этом ничего нет плохого, это прекрасно. Как я говорю, секс это замечательно, а замечательный секс вообще прекрасно. Так, смотрим, как его энергия влияет на твое состояние и чувствуешь ли ты его на подсознательном уровне. Да, влияет, вы его вспоминаете и думаете, этого товарища. Стрёмненько тебя подпускать к себе. Может, уже предавал, может быть, какие-то такие моменты были, где вы вообще не уверены о том, что мужчина все ли рассказывает. То понятно, никто никому все не рассказывает. Но тут вот мужская фигура, он за спиной держит кинжал. Как будто бы много тайн, недоговоренностей. И вы говорите, да, наверное, я воздержусь. Но я же не этот, как это называется, не мазохист. Так, как влияет? Ну, она повлияла уже, эта энергия на вас. Вы, кто-то, может быть, даже отчасти из-за того, чтобы разобраться, для чего этот мужчина в мою жизнь пришел, что ему от меня нужно, почему вот это влечение сексуальное с его стороны, с моей стороны, что это вообще такое. Это влияет. Кто-то из вас начал увлекаться по белой вороне эзотерикой, психологией, и для себя осознали, что это ваше, это принесло вам излечение, по крайней мере, точки над «и» вы расставили, может быть, вопросы задавали, интересовались чем-то, вот, как выйти даже из этой ситуации, если там созависимые отношения, притяжение, если кто-то тут смотрел в отражение и дьявол, дьявольское притяжение, это, может быть, не знали, как с этим совладать.
пытались разобраться по психологии, это любовь или это манипуляции, вообще что это, что это за мужчина, что ему от меня нужно, и почему я так реагирую на него. То, что он так себя ведет, там проявляется это одно, а почему я так себя реагирую, почему я дала себя в это втянуть, да, даже так кто-то думал, то показано, конечно, это изменило вашу энергию, это ваш путь изменило, вы многие ответы получили, у кого-то это прям таро-терапия была, да, вот это все вот ответы, у кого-то в психологии, сами себя могли излечить при помощи вот увлечения чем-либо по белой вороне. При этом многие для себя в какой-то момент сделали, может быть, открытие, а может быть, это близнецовое пламя мое, может быть, это мой кармический учитель, еще что-нибудь из этой серии, да. То есть тут 100% вы прекрасно догадываетесь, о ком идет речь. И тут по дьяволу вы тоже много интересных эмоций от него считывали, испытывали, вы себя, может, по-новому как-то прочувствовали рядом с ним, может, ни с одним мужчиной рядышком вы так себя не ощущали. Тут может быть от эйфории до вот эти вот пики, да, неземное какое-то блаженство, я себя такое вообще никогда не ощущала, и мне не хотелось, может быть, ни с кем быть вот лучшей версией самой себя. И тут же, может быть, как в пропасть падали, насколько это было больно, там какие-то поступки его, или сравнение с другими женщинами, или еще чего-нибудь, или ревность. Тут. Вообще, ваше перерождение, этот мужчина очень повлиял на вас. Но вы выстояли, выдержали, я думаю, многие уроки из этого извлекли, и тут перерождение, вы переродились, до встречи с ним вы были одной, а сейчас абсолютно другая женщина. Тут не хуже, лучше, тут это ваш путь, это ваше развитие, да. И карта гармония мне говорит, что для многих это уже не болезненно, уже все, уже приняли, осознали, вот тут вот все так. Так, мои хорошие, вот такой сегодня чудной расклад получился, но мне он даже нравится. Так, и совет психолога, да. Физическая тяга этого мужчины – это химия, которая часто предшествует глубокой трансформации отношений. Психологически этот импульс, он говорит о том, что между вами накопилось слишком много невысказанного напряжения. То есть поэтому эта тяга таки сохраняется. И мой совет – не пугайтесь этого напора, но и не спешите в него нырять с головой. Используйте эту энергию, девочки, для того, чтобы прояснить истинные мотивы и чувства этого мужчины, ваши. Страсть – это отличный слуга, но плохой господин. Теперь вы знаете правду. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.